еще раз о живописи как о еде. А как мы определяем вкус еды? Обычно, чтобы его описать, мы используем 4 базовых позиции – сладкий, кислый, соленый, горький. А еще есть 1000 ароматов, они тоже участвуют в понимании вкуса. Правда, с ароматами мы используем другой механизм восприятия. Здесь будет недостаточно рецепторов языка, требуется подключить обонятельную систему в полости носа, когда вдыхаем, нюхаем ортоназально или пережевываем пищу ретроназально. И если мы продолжаем сравнивать картину с едой, то в случае с поеданием шедевра язык, где на вкусовых сосочках располагаются несколько тысяч вкусовых рецепторов, это как наш глаз, где в свою очередь миллионы фоторецепторов считывают поступающие на сетчатку изображения. А вот нос, улавливающий ароматы, что-то более эфемерное, неуловимое, это больше похоже на работу мозга. Так что вкус, язык, глаз – это прежде всего восприятие того, как сделано и что из этого получилось, то есть визуальное считывание, а запах, обоняние, мозг – это поиск и интерпретация смыслов, что и, главное, ради чего изображено. Кстати, иногда без аромата, без запаха никак не обойтись. Мандарин, чай, чеснок. С выключенным обонянием мы можем перепутать сырой картофель, яблоко и даже лук. Трудно идентифицировать вкус корицы, или кассии с зажатым носом. Ее можно просто не узнать, хотя, казалось бы, как такое возможно. Это к тому, что некоторые картины недостаточно просто видеть. Для адекватного восприятия нужно понимать как минимум контекст. Для получения удовольствия от созерцания, от поедания. Просто смотреть бывает недостаточно. Нужно вкусить аромат, погрузиться в смысл. Или вы сами себя лишаете возможности почувствовать полноту вкуса. Выделить один из 4 базовых вкусов просто. Сладкий, соленый, горький, кислый. При описании еды мы еще употребляем прилагательное «острый», но это не отдельный вкус, строго говоря. Острое определяют так называемые рецепторы боли, и это уже скорее защитный механизм. А то, что нам бывает нравится острая пища, помимо антибактериальной функции, это еще и получение удовольствия от острых ощущений, разновидность ограниченного риска или доброкачественного мазохизма своего рода. В живописи это красота некрасивого. Итак, за каждый из 4 базовых вкусов отвечают вкусовые рецепторы, расположенные в разных зонах языка. Как фоторецепторы в глазу, где палочки, условно, отвечают за тон, темнее, светлее, за движение, а колбочки, в свою очередь, за цвет. Они чувствительны к синей, зеленой, красной области спектра. А как мы видим другие цвета, это уже групповая работа колбочек, когда не полное возбуждение или разная степень возбуждения каждой группы формирует другой сигнал и понимание или восприятие цвета. Также и со вкусом пищи на языке. Мы получаем комплексную информацию благодаря групповой работе вкусовых рецепторов. Но зачастую можем все-таки определить доминирующее направление. А как описать вкус жареного мяса или грибов, свежих томатов или соевого соуса? В 1908 году химик Токийского университета Кикунаи Икеда описал, открыл этот самый 5-й вкус, так называемый умами. Приятный пикантный вкус в переводе с японского. По сути, умами – это аминокислота, глутамат натрия, усиливающая вкус. Да, тот самый страшный глутамат, содержащийся в естественном виде в помидорах, некоторых водорослях, грибах, больше всего в японских лесных грибах шиитаке, грецких орехах, мясе, рыбе и во многих других продуктах, преимущественно белковых. Умами сам по себе не обладает ярко выраженным вкусом, но однозначно раскрывает вкус других продуктов в сочетании с ароматом и при необходимой концентрации соли. А какие же ассоциации рождают у нас каждый из 5 вкусов? Проведем свои субъективные, неочевидные параллели. Соленый. Соль, море, морской пейзаж. Голландия, почему нет? Соль сама является усилителем вкуса, как
когда 10% реализма на плоскости холста делают логичным недописанные куски, абстрактную игру, даже некое хулиганство. А еще это холодный белый, снег, дневной свет, рельеф, текстура. Вот вам и плотные, даже фактурные световые зоны. Сладкий – это десерт, это значит заесть проблему. Максимальное удовольствие, фокус 3D, но также и наив, детство, а значит простота, непосредственность, раскрепощение, работа без правил, искажение перспективы, например. А с точки зрения вида и тактильности, ну пусть будет мед, патока, а еще противоположный соленому, да, теплый белый, желтый песок или золотой, медовый, лаковый, прозрачные тени, лессировки. Вот вам и внутреннее свечение картины. Горький, как зелень, природная натуральность, лес, влажность, туман, брутальность, кофе, миндаль, мастихин, грубость, процарапывание, ручное исполнение, максимальная тоновая шкала. Но перебор тоже опасен. Горечь – это негативный дескриптор, ее не должно быть слишком много, поэтому она должна быть строго дозирована. Одинаковый везде грубый или небрежный стиль, или полностью зацарапанная картина, но это не вариант. Кислый – это лимон, тоже хорошо, когда дозировано. Тогда это некий освежающий, бодрящий акцент, чистый цвет, сочность. Вишня – кислотный цвет, вырвиглаз – это камертон. Или тот самый яркий знак, важный в композиционном плане, тот самый удар, как в хорошей абстракции, когда картина цепляет еще издалека, до того, как становится понятно, что изображено, как в черном квадрате. Ясность, простота, лаконизм, цельность. Ну и пятый вкус умами можно представить как усилитель вышеперечисленных вкусов, как рождение нового на основе гармоничного сочетания базовых элементов. Но заметьте, сочетание – это не всегда смешение. Хотя смешение, тут тоже бывает коллаж, большая продуманная композиция, где соединяются 10 этюдов. Но ведь можно пойти еще дальше. Эклектика, соединение стилей. Например, такие максимальные полярности, как реализм и абстракция, в мягком соединении выглядят как миры Пино де Ини. Если прикрыть некоторые детали, перед нами будет чистая абстракция, но ухватившись глазом за реалистичные элементы картины, мы уже без труда ощутим объем и общее пространство. Аналогично, если посмотреть близко на картину Дэвида Лефеля, мы увидим только хаос мазков, шаг назад и все убедительно и предельно реально. Так и выглядит, по его словам, абстрактный реализм. Тоже смешение стилей своего рода, но смешение лучших черт, смешение такое, что никто не сможет сказать, что оно неравновесное. Здесь требуется быть грамотным мастером в реалистической традиции и прекрасно понимать или просчитывать абстракцию, владеть материалом, техникой. Также и базой теоретических знаний, а не прятаться в зоне расслабленного письма. Когда зритель видит, как реалист пишет абстракцию, он не ждет подвоха от распиаренного неумейки, не теряет уважения к художнику, а значит он, зритель, полон энтузиазма. Почувствовав вкус после погружения в формальные, теоретические моменты строительства картинной плоскости, зритель порадует свои фоторецепторы сложной живописной системой, слоями, текстурой, разным светоотражением, эффектами цвета и света. То есть он порадует свои рецепторы вкусной живописью и будет готов пофилософствовать вместе с автором или искусствоведом, если на то пошло, будет готов идти дальше и добраться до смыслов, пусть даже до таких смыслов, которых там не было изначально, почувствовать умами и дойти до послевкусия.